Гумиреактор – это универсальный компостер, который перерабатывает преимущественно мягкие растительные остатки в удобрения. Сырьем для компостирования служат сорняки, обрезки, листья, ботва культур и небольшие одеревенелые остатки. В этом видео мы расскажем про то, как используют гумиреактор фермеры Херсонской области. В настоящий момент мы находимся в фермерском хозяйстве Эдельвейс Каховского района. Здесь построен один из первых гумиреакторов объемом 9 кубических метров. Высота гумиреактора тут с большим запасом, но это не мешает совершенно работе гумиреактора. 3 секции по 3 кубических метра. Из каждой имеется выход в общую сборную емкость, и готовый препарат собирается здесь, в этой емкости. Это фактически почвенный питательный раствор, в котором есть все, что нужно растениям. Это, во-первых, и питательные вещества, и фитостимулирующие вещества. И что важно, что там нами подобран мощный комплект сельскохозяйственно полезных микроорганизмов, и грибков, и бактерий. Причем такие микроорганизмы, которые осуществляют одновременно и защиту растений, и питание растений. Лучшее, что есть в природе, мы постарались сосредоточить в этом препарате. Виталий Ворожко уже более 3 лет использует гумиреактор. Вот как он отвечает на вопрос о цене на средства защиты растений. Я не помню. Почему я не помню? Потому что я не покупаю уже 3 года. Я не знаю просто, что он сейчас стоит. Почему я так и говорю? Потому что я не знаю, сколько он сейчас стоит. Этот же тот же самый Караген, я не знаю. Я Карагеном работал. Последний раз я работал по клубнике до гумиреактора. Все, я больше не работал абсолютно ним. То есть я химии вообще нету. Я не работаю химией уже 3-й год. Я не работаю химией по клубнике. Ни от клещей, ни от совок, ни от всяких трипсов, там, всяких грызущих, сосущих, всяких этих самых. Единственное, удобрение надо, конечно, носить. У нас, тем более у нас пески, у нас вообще песок, голый песок, ничего нет абсолютно в нем. Ну, по крайней мере, гумисток нам помогает. В тех хозяйствах, где подпочвенные воды находятся на глубине метр и больше, или есть возвышенности какие-то, совершенно целесообразно сделать грунтовый вариант гумиреактора. Здесь просто вырывается соответствующий котлован, он обычно не глубокий, этот котлован, буквально десятками сантиметров исчисляется. Он выстилается полиэтиленовой пленкой, только надежно, лучше в 2 слоя. Лучше старой полиэтиленовой пленкой, вот, которая укрывает кровлю теплиц, потому что там более толстая пленка. И уже потом там, внутри этого котлована, уже монтируются все составные части для гумиреактора. Загружается органическая масса, включается в работу реактор, и этот реактор будет работать без всяких проблем. И еще что интересно, что его очень легко утеплять на зиму. И вот, в частности, этот реактор поначалу, он немножко, пока биологическая автоматика включилась, немножко пришлось повозиться с ним, а потом работает он беспрекословно. И вот сейчас подчеркивает владелец, что весной, это весной, с весны запустил, только пустил воду, и реактор пошел работать. Короче, в дальнейшем это уже инструмент или устройство, которое будет работать на фермера, только давай всякую растительную массу. Просто, надежно и долговременно. Пример как раз простого реактора. На каких культурах работает полученное удобрение гумисток? Нет никакой разницы, на какой культуре использовать. На любой культуре он работает хорошо. Другое дело, что на разных культурах он работает с разным конечным результатом. Например, по землянике очень хорошо отзывается земляника. У нас много примеров, когда с помощью применения гумистока урожай увеличивается в 2 раза, даже в 2,7 раза. Другие культуры на 20%, на 30% увеличивают урожай благодаря применению гумистока. Ну, всегда с существенным плюсом. Вот этим он и интересен, этот препарат. Фактически, если работать последовательно с весны и до осени, работать с предшествующим оздоровлением теплиц, почвы и всего пространства в теплицах, то можно обойтись и в защите растений, и в питании растений одним препаратом. Почему гумисток увеличивает урожайность?
мне идут очень часто отзывы, особенно от тепличников, которые использовали теплицы уже не один год, что я начал применять препараты, и вдруг такая вспышка урожайности. Откуда она взялась, я ничего не вносил, не удобрял. Ну, тут ответ очень простой. Дело в том, что часть микроорганизмов способны задействовать те элементы питания, прежде всего калий, фосфор и даже аммиачный азот, которые были в разной степени прочно связаны почвенным поглощающим комплексом, ну, глиной прежде всего. Вот они раньше были недоступны для растений, только, собственно, засоляли среду обитания корней, а тут микроорганизмы сделали их подвижными, и они стали доступны для растений. Вроде бы не вносил никаких удобрений, а тут вспышка урожайности, как будто вносил там уйму удобрений. Вот это как раз это позволяет даже выращивать без применения удобрений. Главные принципы при использовании гумистока. Аккуратность и системность. У нас очень простые условия. Обрабатывать один раз, не реже одного раза в 10 суток. Обрабатывать аккуратно, не просто так в ту сторону, а и с нижней стороны листа, и с верхней стороны листа. Тем более, что большинство болезней базируется на нижней стороне листа. Если это делать с весны до осени, то, собственно, больше ничего другого не надо. Мне часто звонят те, кто использовал препараты, говорят, сезон прошел, все прошло спокойно. Это очень много значит. Какие отходы можно перерабатывать в гумиреакторе? Можно перерабатывать любое растительное сырье, начиная от сорняков, любых сорняков, можно, в принципе, и опилки, и навозы и так далее, но мы не рекомендуем использовать навоз, перерабатывать навоз, хотя он будет прекрасно перерабатываться в гумиреакторе, на тех культурах, которые используются человеком без предварительной стерилизации, там варки, жарки и так далее и тому подобное. Дело в том, что в навозе и даже в птичьем помете очень много инфекционного начала, которое и для человека вредоносно. И поэтому мы перестраховываемся, предупреждаем, что хотите перерабатывать навоз, пожалуйста, стройте отдельный гумиреактор и уже используйте этот гумисток или здоровый урожай, используйте для обработки тех культур, которые, ну, например, зерновые культуры, подсолнечник и так далее и тому подобное. А если овощи, ягоды и так далее, то тут уж такое дело, что ни в коем случае нельзя. Сколько гумистока можно получить из 1 кубического метра растительных остатков? Из 1 кубического метра летом за сутки получается 10 литров, от 10 до 20 литров. И насколько 10 литров, на какую площадь? Так, работаем если в хозяйстве. Мы считаем удобрением в каплю, под корень. А под корень 1% раствор. То это есть, более чем достаточно. А вообще-то даже... То есть это практически на гектар? Фактически, да. И еще что хочу сказать. Вот сейчас уже мои помощники добровольно выяснили вот такую вещь, и мы имеем возможность подтвердить, что даже 1% раствора – это слишком много. Вот если есть желание получить мощное развитие корневой системы, то надо использовать разведение 1 к 1000, 1 к 2000. Это значит 0,1% раствора, и даже того меньше. Еще один успешный пример использования гумиреактора находится в хозяйстве Михаила Павливского. Хочу представить вам гумиреактор, который был созданный 3 года назад. Слово такое громкое, гумиреактор. Но здесь перерабатывается вся зеленая масса. В хозяйстве, я думаю, достаточно. Я уже говорил, если бы эта зеленая масса не перерабатывалась теми бактериями, а это и гаупсин, триходермин, бета-бактерициллин, план-риз, нематофагин и так далее, постоянно добавляем, здесь есть определенная методика, то вот эта высота, столб вот этой зеленой массы был бы, наверное, метров 100, а то и 200. Так он садится вот этими миллиардами бактерий, садится ежедневно практически на метр. И у нас такой в хозяйстве мы создали, я могу сказать, что это такой маленький завод по производству добрых бактерий, и еще и как питание работает. Анализ агрохимического исследования гумистока можно посмотреть в прикрепленных файлах к этому видео.
Мы видим, что вот так как в хозяйстве, так как в любом хозяйстве, монокультура, вот, это действительно так есть, потому что человек не может заниматься сегодня огурцом, завтра клубникой, потом перцем, потом бананами и так далее. Заточено на что-то, на 2, 3, 4 культуры. И люди, фермера, как бы и совершенствуются в этой культуре, вот, и как бы постоянно используют их на одном месте. Вот. И мы видим, что вследствие использования вот, гумистока, мы ее так называем, вот, после этого гумиреактора, вот, растения более устойчивые вот, к заболеванию, более устойчивые. Многие интересуют это в основном корневые гнили. Вот. Растения работают, растения растут. Можно здесь защитить, наверное, не одну докторскую диссертацию. Мы, как производители, мы просто смотрим, плохо или хорошо. Вот. Просто оцениваем, потому что нас нельзя, у нас большой опыт, и мы очень придирчивые, если кто знает, ко всякому роду экспериментам. Оно здесь как то вино, нравится или не нравится, так и здесь, получается или не получается. Получается, и здесь нету ничего сложного. Вот этот заводик вот, по производству своего удобрения очень простой. Вот. И самое главное, он экологически натуральный. То есть здесь все, что тот же сорняк, вся любая биомасса, вот, она перерабатывается. Вырабатываем свой еще и гумус, вот, который, я так думаю, раз в 4 года мы почистим и новое заправим. Ежеминутно работает на нас вот эти миллиарды бактерий. Вот. Но они как бы работают, я всегда говорю, в первую очередь на себя, но пожирая все остальные фитопатогенные грибы, они же хотят занять господствующее положение в почве. Вот. Они беспокоятся за себя, естественно. Ну, конечно, и то это получается, работают на производителя. Не знает, что биопрепараты, те даже, которые приобретаются в магазинах, из биофабрики и так далее, у каждого практически свой своеобразный, в разной степени неприятный запах. Это запах культуральной жидкости, все это нормально, ничего в этом предосудительного нет. Но вот наш биопрепарат, поскольку он комплексный, важно, что он сбалансированный, мы копировали в лучшем виде процессы в почве, в грунте. Наш гумисток ничем не пахнет, или пахнет весенней земелькой, или хорошими грибами. Это как раз технологический признак, что это хороший, здоровый, нормальный препарат.